Всем привет! Сегодня мы на примере круглого букета хотим вам рассказать об основных ошибках, которые вы допускаете при составлении такого букета. Это связано с тем, что вы нам в Instagram, в Директ ежедневно присылаете свои работы, чтобы мы их оценили и рассказали о том, что в них не совсем правильно, как сделать лучше. Но у нас не всегда есть время отвечать на каждому на ваши запросы, поэтому мы решили сегодня снять такое видео. Мы заранее подготовили букет, вот такой вот похожий вариант букета, который мы получаем чаще всего, то есть это такой классический букет из 3 составляющих. У нас здесь альстромерия, роза одноголовая и лизиантус. Иногда вместо лизиантуса вы добавляете либо гвоздику, герберу или кустовую розу, ну то есть самый такой базовый набор. Ну вот посмотрите на этот букет. Казалось бы, он имеет право на существование. В принципе, такой букет можно даже и продать. Но мы ведь хотим увидеть те ошибки, которые вы чаще всего допускаете. И первый из ошибок, который вот явно прослеживается в этом букете, заключается в том, что очень часто неравномерно подбирают цветы не по их качеству, а по их количеству. Вот в данной ситуации для меня это букет из роз, которыми представлено несколько альстромерий и несколько лизиантусов. Посмотрите, да, вот в первую очередь у вас бросается в глаза именно роза, а все другие цветочки вы как бы видите уже опосля, после того, как приглядываетесь к этому букету. Это первая ошибка, поэтому при составлении букета мы вам советуем не просто брать сразу цветы и прикладывать и складывать в букет, а положите их на стол. Вот положите их на стол и попробуйте увидеть, правильно ли у вас составлено сочетание букета, пропорция именно по количеству цветов. Это первая ошибка, которую мы видим в этом букете. Вторая ошибка, которая тоже очень часто встречается в ваших букетах, конечно же не всех, а тех, которые вы нам присылаете, это то, что вы поставили вот розы, практически все розы у вас стоят в хорошем хороводе. Посмотрите, они абсолютно все у вас стоят на краях. И по одной, вы считаете, что это по одной линии, да? И ко всему прочему, да, по одной линии, хотя мы всегда в своих видео вас призываем к тому, что, пожалуйста, даже близко стоящие цветочки одного значения не ставьте по одной линии, чтобы они у вас были рассосредоточены по букету либо группами, либо на разные линии у вас поставлены цветы. Это вторая ошибка. Третья ошибка, которая тоже сразу бросается в глаза, и то, о чем мы постоянно вам тоже напоминаем, это то, что центр должен быть более насыщенным и более тяжелым. А посмотрите, что у нас происходит в этом букете. У нас практически в центре этого букета стоит одна роза, а на противовес ей стоит альстромерия. А ведь альстромерия — это такой цветок, который чаще всего используют именно как наполнение букета, когда не хотят ставить много зелени, очень часто ставят альстромерию. Знаете, альстромерия, конечно, это цветок, который считают за цветок, который есть во всех салонах, что он стойкий, он не такой дорогой, но на самом деле у каждого цветка есть своя особенность, и работать с альстромерией тоже не так просто, потому что когда вы собираете букет и ваш цветок только в распуске, это одна альстромерия, а если вы собираете букет, когда она в распуске, но потом он у вас постоит буквально 2-3 дня, и она начнет распускаться, то вы увидите, что альстромерия придает такую лохматость вашему букету, что иногда хочется ее либо опустить, либо подрезать. Поэтому с этим цветочком нужно тоже работать очень осторожно. И четвертая ошибка, которая тоже очень хорошо заметна в этом букете, это опущенный лизиантус. Вот очень часто в ваших букетах мы видим, что вы цветок загоняете вовнутрь, оставляя место для колокольчиков. Но это связано с тем, чтобы колокольчики сильно не вылезали, и тогда так вот, чтобы ваши колокольчики сильно не вылезали,
Иногда приходится жертвовать этими колокольчиками. Мы их не выбрасываем, мы их храним, потом собираем какие-то небольшие композиции, оставляем их в композиции или в какие-то маленькие такие букетики, которые очень часто у нас используются как детские букетики, как приложение и комплимент к подарку. Но вот лучше вы сохраните цветок и не загоняйте его так низко, потому что вот здесь вот практически не видна цветовая гамма и сам цветок, потому что он слишком зажат и опущен у вас в букете. Вот, видите, вообще его не видно, только розы, эльстромерия и колокольчики. А здесь еще, да, лизиантус такой нежный получается цветок, и когда вы его втопили, он сжался, и у него вид мятого цветка появляется. Наши клиенты это вообще сразу видят, отрицают, говорят, почему такой цветок мятый. Лизиантус, да, он должен всегда стоять чуть-чуть повыше, чем все другие цветочки, потому что в конечном итоге он тоже, когда встает на воду и на более короткую ногу, он как бы напитывается влагой, напитывается этой водой, и ему хочется еще чуть-чуть распуститься, а когда вы его зажимаете так, то вы лишаете его возможности. В этом букете все цветы находятся далеко не в равной позиции, то есть роз здесь больше, они доминируют, лизиантусы опущены, альстромерия у вас загнута в серединку, и тем самым нет равноценного и одинакового положения в этом букете. То есть при составлении этого букета вы либо должны пожертвовать количеством роз и добавить немножко больше лизиантуса. Скажем, что у нас здесь 7 роз, 3 лизиантуса и 4 альстромерия. Если у вас есть возможность просто добавить, предположим, сюда лизиантус и альстромерия, это одно. Если же вы понимаете, что вы не можете увеличить бюджет вашего букета, то тогда вам придется пожертвовать какими-то цветочками в пользу другого. Да, вот в данном случае придется, может быть, даже и пожертвовать розами и поставить не 7, а 5 роз, но добавив одну альстромерию или еще один лизиантус. И еще один момент тоже, о котором мы часто говорим, да, что вот, пожалуйста, обращайте внимание, чтобы ваши все розы смотрели из круга, чтобы они смотрели на вас. Потому что вот здесь, вот в данной ситуации, не все розы у нас смотрят из круга, хотя вот... Вроде и форма у букета, да, соблюдена, и да, по высоте, и по кругу все у него хорошо, но мы видим, что что-то с букетом не так, то есть он не идеален. И сейчас мы на примере тех же самых цветов абсолютно вам покажем, как бы этот букет собрали мы. Но единственное, что мы здесь взяли тоже 7 роз, 3 лизиантуса, но мы заведомо добавили еще 2 альстромерии, чтобы букет выглядел как раз более равномерным. И еще раз, если да, у вас нет такой возможности, то тогда вам нужно работать с 5 розами. Как всегда, начинаем с зелени. Мы выложили наш кружочек, он, конечно, и не идеален пока, но вот такой кружочек, равномерно распределив и гуни, и аспарагус по кругу, мы выложили наш круг. А потом мы начинаем работать с эльстромерией, потому что я уже сказала, что, как правило, этот цветочек чаще всего используется именно для заполнения пространства. Ну вот у нас такая... У нас 6 штучек, но они такие не совсем пышные, видите? Тут буквально 3 цветочка осталось. Тут, конечно, побольше. И еще всегда мы с альстромерией снимаем все жухлые листья. Очень многие из вас оставляют, даже те, которые в стороны как-то не по форме букета вылезают. Ну, почему вы их не обрезаете сразу же? Да, зачем бережете? Они будут портить форму вашего букета, поэтому можно жертвовать листочками, тем более иногда они такие... Но они жухлые, иногда даже с заломами. Да. Пораненные. Альстромерия точно так же, пожалуйста, будьте внимательны. Вот видите, я понимаю, что цветочек у нее неравномерно смотрит, но не вот так вы его ставите, да, а именно вот так, точно так же, чтобы, да, основное количество цветов у вас смотрело именно из круга. Ну вот здесь вообще вот такая немножечко... С заломом сам бутон. Да, с заломом сам бутон, поэтому нужно тоже правильно найти ему место, для того, чтобы он не сильно выделялся у вас
из букета. То есть как мы и просто по кругу выставляем? Мы ставим по кругу и обязательно ставим в центр. Ведь мы хотим, чтобы у нас цветы были распределены равномерно по форме нашего букета. Значит, пожалуйста, не только по кругу, но обязательно какие-то цветочки. Вот, допустим, вот он такой бутончик. Так, подожди, может, не очень, конечно, разбежишься, но поставите по кругу. Пока вы не закрепили ваши цветочки, они могут у вас плясать в руках, но это, кстати, еще и возможность что-то подправить, чтобы это смотрело именно туда, куда вам необходимо. А это будет вот так. Таким образом, да. Еще Ты расстраиваешься, когда видишь, что букет плохо собран, неправильно? Очень. Я не то чтобы расстраиваюсь, я просто сразу это вижу. И сразу это видишь и понимаешь, что да, что людям надо либо подсказать, либо им нужно еще немножечко подучиться. Вот мы тоже не с первого раза представляем цветок. Видите, как долго да, потому что найти нужное место. Вот то, о чем я говорю, что альстромерия, казалось бы, ой, это такой цветочек везде и всюду, но на самом деле даже этот цветок будет у вас требовать своего особого внимания. Просто момент в том, что ты не боишься вот так вот переставлять. Абсолютно. В общем-то, я могу сказать, что иногда мы можем переставлять это очень долго, пока не добьемся идеального результата. Даже если это действительно занимает продолжительное количество времени, у нас в магазине никого не смущает количество потраченного времени на составление букета. Да, если перед вами не стоит клиент, да, и вам никто не мешает. И вам никто не мешает составить это идеально, правильно, чтобы понять все свои ошибки, чтобы понять все свои недочеты, чтобы потом при наличии клиента уже наоборот понимать, да, вот здесь нужно сделать так, а вот здесь нужно сделать это. Ну вот, к сожалению, так как она у нас не очень равномерная, то да, наилучший вариант, да, вот видите, вот здесь вот эту зелень я даже уберу, посмотрите, вот она какая, то, о чем мы с вами говорили. Вот эти листочки, они... Потом будут смотреться не очень аккуратно в букете. Да, они будут портить форму нашего букета. Вот таким образом, да. Обратите только внимание, что между альстромерией у вас везде есть пространство, да, что они нигде у вас не скружены. И опять-таки, да, отработав с одним цветком, потому что это пока сложно для начинающих, вы обязательно их закрепите. Я, кстати, как раз хочу сказать, что вот вы нам говорите о том, что вы стали тоже выставлять сначала один цветок, потом другой, потом третий, но часто вы, видимо, начинаете с розы, а потом альстромерию протягиваете между розой, как цветок, который заполняет пространство. Но здесь именно фишка в том, что нужно сначала выстроить это пространство. Да, вы должны сначала вот выстроить этот кружочек, а потом уже этот красивый кружочек наполнять основными цветами. Ну, у нас основной цветок в любом случае сохранилась розочка, да, и вот теперь мы можем начинать работать с розой. Это, я перебью тебя, скажу, что это роза сорта Тиффани. Она тоже очень стойкая, чуть-чуть поярче, чем Виделла, такого персикового оттенка. Мы ее периодически берем тоже, красивая. И то, о чем мы говорили, да, если мы хотим, чтобы у нас центр был более насыщенным, то вы можете начать с центра, да. Только, пожалуйста, мы все не забываем, что мы разделили наш букет визуально на 4 части. Вот посмотрите, да, эта розочка попала вот в левый для меня сегмент, а вот теперь посмотрите, как это будет неправильно. Вот она в левом сегменте, а смотрит она не туда. Вот, посмотрите, вот одна из ошибок, когда люди поставили розу. И даже... Она у тебя сейчас в центре наверх смотрит. Но она все равно, вот у меня сегмент, вот она у меня попала и сюда немножечко, и сюда немножечко. Вот это уже неправильно. То есть, как правило, серединка должна быть у вас немножечко свободной. Вот достаточно того, что у вас здесь стоит наша альстромерия. А потом, если это не хоровод? А потом, если это не хоровод, то, естественно, вы должны уже вот распределять вашу розу
Вот, предположим, да, вот у меня четко идет сегментальная, да, вот эта розочка здесь, это здесь. Мы пока оставили 7 роз, да. Вот я бы эту поставила сразу сюда. Вот уже у нас образовался треугольничек, и уже не будет у нас как такового хоровода, да. Теперь, если мы смотрим в эту часть букета, да, то, естественно, вот если мы поставим на ту часть букета в этой же линии, это не страшно. Главное дело, чтобы они вот рядом стоящие у вас не стояли по одной линии. Если вам так удобно сохранить форму, да, вы можете сразу поставить на ту часть букета. Вот он у нас получается. Видите? Вот такой вариант возможен. Мы очень любим группировку цветов, потому что тогда цветок, который солирует в вашем букете, он как бы еще больше привлекает к себе внимание. Поэтому мне бы, например, очень хотелось бы поставить вот здесь вот 3 розочки, предположим, да. Вот пускай у вас здесь будет стоять 3 розы. Вот посмотрите сразу, как вы нарушаете вот этот хоровод. Вот таким образом. Я еще одна осталась. Ну, тогда мы можем поставить чуть-чуть по-другому. А вот эту розу я, естественно, поставлю на противовес тем 3. Смотрите, да? Группа разорвалась. Ну, группа разорвалась, мы ее сейчас подкорректируем уже. Можем позволить себе вот так покрутить розы. Сейчас еще центральную приподнимем, потому что вы же держите не очень сильно ваш букет, поэтому она может... Так, где она у нас? Вот она у нас. Вот. А теперь посмотрите, да? Вот то, о чем я вам говорила. Здесь у нас получился групповой треугольничек, да? Теперь посмотрите вот сюда. Вот здесь, в принципе, у нас тоже небольшой треугольничек. Просто эта розочка смотрит в эту сторону, потому что она в этом сегменте. И вот здесь вот у нас получился треугольничек, да. И вот тем самым у вас все розы, абсолютно все розы, как бы не имеют визуально, что они стоят. А то, что такая пустая линия по центру? Ничего страшного. Мы же знаем, что у нас есть еще лизиантусы. Теперь у нас остался лизиантус. И вот то, о чем мы говорили, да, вот, предположим, вот в этом цветочке колокольчик стоит низко. На одном уровне? На одном уровне. И можно оставить этот цветочек таким, какой он есть. А ты вот крупные, не крупные разорвали? Да, мы разрываем, пожалуйста. Если ваш лизиантус позволяет разорвать, тем самым вы не будете удорожать ваш букет, разорвав лизиантус на несколько частей. И я даже вам советую, не ставьте вот этими охапками цветы. Вот если есть возможность цветочек немножечко разрядить, если да. это большой букет, в большом конечно. букете и пук будет хорошо смотреться. А если этот букетик небольшой, то старайтесь сделать выборку. Ведь у вас приходят лизиантусы, вы не хватаете первую попавшуюся ветку. Посмотрите, вот этот цветок я могу разорвать, а вот этот цветочек уже заведомо не разорвется, значит, он пойдет в более крупный по диаметру букет. А вот эти вот, посмотрите, и то, о чем мы говорили, да, вот поставьте лизиантус чуть-чуть повыше, чем... Вот здесь у нас небольшое пространство между цветами. Поставьте здесь один цветочек, чтобы ваши цветы не стучались друг об друга, да. А вот здесь у вас гораздо большее пространство, тогда посмотрите, вот эти цветочки у нас одинарные, а вот этот, предположим, да, мы не могли разорвать, и колокольчики тут вроде бы неплохие. Поставьте его вот сюда, и тем самым вы тоже заполните сразу ваше пространство. Вместо лизиантуса, еще раз, это может быть астрация, это может быть фрезия, гвоздика кустовая или одноголовая, астра. Ну, любой мелкий цветочек, вот он как раз уже, да, дополняет ваше пространство. Мелкая хризантема кустовая может быть? Тоже в каждом салоне есть. Ну, в принципе, может быть, конечно. Но просто так много всего у нас уже с хризантемой. Так. Я имею в виду вместо лизиантуса. Вместо лизиантуса можно, да. Ой, очень осторожно проводите лизиантус, потому что стебелек у него тоненький, да. Вот хочется поставить что-то в пару к этой розе. Вот так вот, видите, тоже мы ставим повыше. И обязательно, да, смотрите, чтобы тоже вот
Пускай здесь они будут рядышком с собой. Вот, нигде вы не утопили. Мы закончили наш букет. Скажу, что лизиантус нам в итоге пришлось все-таки разорвать и расставить один цветочек отдельно. Потому что он был слишком низким и пропадал. Ну вот посмотрите, да, у нас насыщенный получился центр, серединка, да. Вы видите практически все цветочки. Вот и альстромерию, лизиантус, и розочки, и ваша зелень видна. Ну вот, в принципе, я говорю, что... Вот у нас два букета. Видите, один и тот же набор, но давайте еще раз. Этот выглядит куда более равномерным, чем вот этот вот, и более правильным. Ну, я надеюсь, что наше составление, наши подсказки будут для вас полезными, а если вам что-то будет еще непонятно, вы можете к нам обращаться за советом. Мы с удовольствием вам поможем.